Испанский язык – язык романской группы индоевропейской языковой семьи, который является родным для 470 миллионов человек в мире, и это второе место после китайского. Самое большое количество людей, для которых испанский является родным, живет в Мексике. Дальше идут Колумбия, Испания, Аргентина и США. Однако, если же учесть еще и тех, кто знает испанский, но для кого он не является родным, США выйдут на второе место. В то же время, даже в Испании, испанский является родным далеко не для всех. Полуофициальный статус имеют следующие языки. Галисийский, который близок к испанскому, но все же ближе к португальскому. Каталанский, который находится от них уже немного подальше. Аранский, вариант окситанского языка, характерный для района Валь-д'Аран, где живет всего 10 тысяч человек. И баскский, который тут вообще никому не родственник. Такая языковая неоднородность Испании приводит к тому, что испанский довольно часто называют еще и кастильским, кастеляну, мол, речь идет же не о языке вообще всей Испании, а только и о языке Кастилии. Те ребята, которые согласились с этим утверждением, отмечены на этой карте красным, а те, кто считает, что лучше все-таки использовать слово «эспаньоль» для обозначения этого языка, отмечены синим. А в самой Испании все зависит от контекста. Говоришь о месте испанского языка в мире? Тогда «эль эспаньоль». Говоришь о месте испанского языка в Испании? Будь добр в таком случае называть его «эль кастеляну», ты же здесь не один. История и лексика. Испанский принадлежит романской языковой группе, поэтому неудивительно, что 75% испанских слов латинского происхождения. А вот вторым по интенсивности оказывается влияние арабского языка. Например, предлог «аста» является заимствованием из арабского, так же как и слово «альмацен», которое означает то же самое и происходит от того же самого арабского слова, что и русское слово «магазин». Даже слово «гитара», попавшее в русский из испанского, попало в испанский из арабского, куда оно попало из латыни, в которую оно было заимствовано из древнегреческого. Вот это путешествие! А потом, ровно в тот же год, когда испанцы изгнали последнего мавританского правителя с Пиренейского полуострова, в свое увлекательное путешествие отправился Кристобаль Колон. По-русски Христофор Колумб. Путешествия его последователей оказались не менее увлекательными, ведь они встретились с местным населением, а также с местной едой, флорой и фауной. В испанском языке не хватало слов, чтобы описать местную специфику, но вот зато в языках местного населения такие слова были. Вот ацтеки, они говорят на языке науатль, и у них есть чоколатль, томатль и ауакатль. И иногда можно еще увидеть такого зверя, как койотль. А вот империя инков, и у них говорят на языке кечуа, а вот лама, альпака и пума. И да, у них еще есть кока. А еще есть группа народов Таино, а что у них? Каннибалы? Ураганы? Ух. А что полезного есть? Каноэ? Забираем. Итак, испанцы забирали в свой язык эти слова порой вместе с тем, что эти слова обозначали, и потом уже распространяли все это по всему миру. Сейчас широкое распространение испанского языка приводит к появлению в разных странах разных слов для одних и тех же вещей. Что это? Ординадор или компутадор? А может, компутадора? Фонетика и орфография. С ударением все очень просто. Если слово оканчивается на гласную, на «эне» или «эсе», то ударение падает на предпоследний слог, как в формах глагола «иметь» – «tengo», «tenemos», «tienen», а во всех остальных случаях на последний слог, как, например, в инфинитиве «tener». А если этот закон нарушается, то это отмечено на письме, как во фразе «no pasarán». Еще одной яркой особенностью текстов на испанском является пунктуация. Ведь так здорово узнать о том, что ты зачитываешь вопросительное, а не утвердительное предложение до того, как дойдешь до его конца. Верда? Кстати, в этом слове, если оно идет после паузы, первый звук «б». Также этот звук произносится, когда одна из этих букв находится после «эме» или «эне». В остальных же случаях будет произноситься губно-губной аппроксимант. Слово «аппроксимант» в данном случае сигнализирует, что это лишь приближение к настоящему сближению губ, которое имеет место при произнесении звука «б». А звука «в» в испанском нету, и получается, что правила чтения для этих букв одинаковые. Причем настолько одинаковые, что в испаноязычном мире никак не могут прийти к согласию, как же они все-таки называются. Вплоть до того, что некоторые говорят «уэдеурро» и «уэдевака», чтобы уж хоть как-то различать их и избежать всяких странных ситуаций. Итак, слова «бая» и «вая» произносятся одинаково, но в некоторых диалектах испанского также произносится и вот это слово. В Аргентине и Уругвае это все произносится как «важа», а молодежь Буэнос-Айреса вообще произнесет «ваша». Но зато почти нигде, кроме Испании, вы не услышите межзубной звук «th». Только в Испании могут сказать «gracias», а не «gracias», а кое-где в Андалусии можно услышать даже «gracias», звук «с» там совсем пропал. С другой стороны, в некоторых регионах звук «с» исчез только в закрытых слогах, оставив после себя либо легкое придыхание, либо вообще ничего не оставив. И тогда «todos los cisnes son blancos» превращается в «todos los cisnes son blancos». Ну а среди выразительных свойств испанской и русской фонетики отмечается наличие раскатистого «р» и жесткого «х», что позволяет носителям испанского немного непривычно смеяться в интернет-переписке. Не ха-ха-ха, а ха-ха-ха. Грамматика. Погодите, я вижу знаки. Знаки над словами, где и так понятно, куда падают ударения, зачем же они нужны? И чем они отличаются от совершенно таких же слов, где нет этих знаков? Тише. Где мы находимся?
Место, где мы находимся, является секретным. Donde estamos? El lugar donde estamos es secreto. Видишь разницу? Если есть знак, есть вопрос. Нет знака, значит нет вопроса. Это всего лишь относительное местоимение, а не вопросительное. Красиво. Вот красивый дворец, он рядом с тобой. Как мне его назвать? Этот дворец, тот дворец. Третьего не дано. Но только не в испанском. А еще есть разница между местоимениями «ты», вы при обращении к группе женщин, вы при уважительном обращении к одному человеку и вы при уважительном обращении к нескольким людям. Но кроме жителей Испании никто не использует местоимение «vosotros, vosotras». Но зато есть те, кто вместо местоимения «tú» использует местоимение «vos» и отдельный набор глагольных форм специально к этому местоимению. Поэтому аргентинский сериал, название которого переводится как «ты моя жизнь», в оригинале называется не «eres mi vida», а «sos mi vida». В принципе, никто не мешает эти же формы глагола использовать с местоимением «tú», и некоторые так делают. А можно и наоборот, некоторые и так делают. А вообще, подождите секунду, я хочу просто спросить, как у нас дела в общем с количеством глагольных форм? Ага, comprendido. Хотя бы падежей нет. Можно просто сказать «veo un punto», но в то же время «veo a Penélope», потому что то, что я вижу, обозначается одушевленным существительным. И именно поэтому вдруг надо ставить предлог «а», хотя это в обоих случаях прямое дополнение. Но когда дело доходит до котов, включая чеширских, например, предлог уже вроде бы не так обязателен. В испанском языке много магии. Магии звуков, которые заряжают особым настроением. Магии фраз, вдохновляющих на подвиги. И магии того огромного количества языков, которые оставили свои яркие следы в испанском языке. Учите испанский. Aprendan español.